Всем привет, меня зовут Дарья. В этом видео я бы хотела продолжить рассказывать про Венеру в знаках зодиака. На этот раз раскрою положение Венеры во Льве. Если вы не знаете, в каком знаке находится ваша Венера, рекомендую вам построить свою натальную карту по ссылке, которую я размещу в описании к этому видео. Итак, Венера во Льве, как же она себя проявляет? Конечно, достаточно такое яркое положение, очень страстное. Люди с Венерой во Льве достаточно такие харизматичные, они такие магнетичные, обаятельные, умеют как-то расположить к себе других людей. Конечно, если есть еще какие-то планеты во Льве, то часто это люди, которые очень любят внимание в свой адрес, любят комплименты, любят какое-то восхищение, возможно, со стороны получать. Также надо сказать, что такие люди имеют особый вкус ко всему качественному, дорогому такому, возможно, вкус к роскоши, к брендам, к чему-то такому, благодаря чему они почувствуют свою принадлежность к элите, может быть, либо к статусу. Либо они просто любят какие-то, допустим, качественные вещи. Они не будут размениваться на что-то такое бюджетное, средненькое, дешевенькое, потому что они как бы знают себе цену, это не соответствует их ощущениям вот этого собственного достоинства. Они будут, если есть возможность, выбирать что-то такое, очень ярко будет подчеркивать и, возможно, даже как будто бы приподнимать внешний их статус. Также, что касается отношений, людям с Венерой во Льве очень важно чувствовать себя как будто бы героями фильма, который разыгрывается в их отношениях. Им важно чувствовать себя как бы на сцене, на пьедестале, на таком пьедестале, на котором они чувствуют восхищение своего партнера, что он на них смотрит вот с таким вот обожанием. Им также важно, чтобы партнер ими, возможно, как-то гордился, либо демонстрировал отношения с ними, чтобы как бы подчеркивал, вот там, это моя жена или это мой муж, чтобы это не было как-то скрыто, чтобы партнер, например, не стеснялся этих отношений, а вот так вот широко их как бы демонстрировал, как бы доказывая этим серьезность своих намерений. Также Лев — это такой знак в астрологии, который связан с ощущением «я в центре», потому что Лев — это солнечный знак, а Солнце — это как бы центр Солнечной системы. И также посыл вот этого знака Лев в отношениях — это «я для тебя важный», «я для тебя самый важный», «я на первом месте», важнее, возможно, даже, чем все остальные люди. И поэтому людям с Венерой во Льве, соответственно, очень важно чувствовать себя, что они в центре для своего партнера. Им необходимо, чтобы признавали их важность, давали им вот это ощущение нужности, ощущение, что они в центре, считались всегда с ними, с их мнением. И, конечно, они не приемлют в отношениях быть где-то на вторых ролях, быть где-то в тени, на задворках. Это совершенно не соответствует их пониманию того, как они себя будут чувствовать счастливыми в отношениях. Также важно, чтобы их партнер либо им как-то соответствовал, либо в нем было что-то такое, что-то, допустим, статусное, либо что-то, в чем-то он преуспел, он там может показаться успешным, либо это какой-то красивый партнер, допустим, которым можно похвастаться. Когда можно вот так вот продемонстрировать и сказать, вот это там, мой супруг или моя супруга, например. У них может быть вот эта вот такая черта, желание как-то вот похвастаться, что да, вот такой вот у меня партнер. И в этом как раз-таки может состоять конфликт такой Венеры. Вообще Венера во Льве — это не очень как бы гладкое такое положение, потому что Лев — это знак солнечный, Солнце и Венера, они враждуют друг с другом. Почему проявляется в чем-то эта вот сложность такой Венеры? В том, что с одной стороны, это люди, которые хотят быть в центре отношений, хотят быть главным героем, получать все это внимание, стоять на пьедестале, хотят быть очень яркими для партнера, получающими вот это внимание. И при этом они сами склонны выбирать людей, которые также яркие, такие характерные, которые также хотят внимания, также хотят стоять на этом же пьедестале. И из-за того, что на небе не может быть два солнца, а Лев — это солнечный знак, поэтому здесь может происходить, по крайней мере, такой конфликт, когда двое людей в отношениях, они как бы борются за то, чья эмоциональная скрипка будет ведущей. Но надо сказать, что это происходит далеко не у всех обладателей Венеры во Льве. Очень много у кого, конечно, отношения складываются очень гармонично с такой Венерой, потому что очень много еще зависит от других положений в гороскопе, от дома брака, от Навамши, потому что Венера далеко не единственный определяющий фактор в отношениях. Также еще есть такая черта у людей с Венерой во Льве. Такие люди знают себе цену в отношениях, если Солнце не поражено. Опять же, здесь много зависит еще от самого Солнца. Так вот, если Солнце не поражено, то обычно такие люди знают себе цену в отношениях. Если, допустим, их человек как-то отверг или причинил боль, они никогда не будут ползти за ним, например, просить вернуться, просить вернуть отношения, не будут унижаться. Они, скорее всего, уйдут с гордо поднятой головой. Для них очень важно сохранить лицо. И даже если уж они уходят из отношений, то они делают это с достоинством.
Также надо сказать, что в силу того, что лев — это знак такой огненный, такие люди любят очень пылко, страстно. И лев — это знак, одно из значений которого — это демонстративность. И поэтому люди с Венерой во Льве, они воспринимают любовь, опять же, как кино, как, возможно, какой-то сценарий интересного сериала. Конечно, у каждого человека это свой сценарий, безусловно, но им важно чувствовать, вот, что их любовная история, она проходит так, как будто бы на них там направлены прожекторы, и, конечно, чтобы это все было так ярко, возможно, даже на показ. Также надо сказать, что женщины, допустим, с Венерой во Льве, они помимо того, что любят вот это внимание, там, восхищение, они любят подарки, чтобы им дарили подарки, чтобы как-то красиво за ними ухаживали. Они также способны на какие-то красивые жесты в любви, но им важно также чувствовать себя королевами. А мужчины с Венерой во Льве, они очень щедрые, как правило. Если, конечно, там нет какого-то доминирующего влияния Сатурна в гороскопе, то обычно они достаточно щедрые. Они умеют не просто делать подарки, не просто немного подарков делают, они делают это как-то очень вдумчиво, очень как-то внимательно, так красиво, потому что для них вот этот способ ухаживать и проявлять свои чувства, они как будто даже самовыражаются через это, и каждый раз, когда они ухаживают, либо что-то делают для своей партнерши, им необходимо получить вот это признание, чтобы она не просто отблагодарила, чтобы она восхитилась им, какой же он романтичный, как же он все правильно все сделал, как он внимательно все подобрал, потому что им очень важна вот эта вот обратная связь от партнерши, им очень важно чувствовать, насколько как бы партнерша признает, что они красиво ухаживают, красиво и уникально, как никто другой. И поэтому, собственно, люди с Венерой во Льве, они такие романтичные, и они способны превращать все-таки любовь и отношения, романтику в красивую такую картинку. И, соответственно, они сами от вот этой какой-то красоты даже получают удовольствие. Однако лев — это также знак и драматичный очень, поэтому они могут устраивать какие-то сцены, такие, возможно, даже показные, как-то очень, какая-то избыточная, возможно, напускная драматичность, может быть, каких-то заурядных таких, допустим, ситуаций, но тем не менее, даже вот этот и драматизм, и какие-то сцены такие, они даже как бы раззадоривают человека с Венерой во Льве, как-то распаляют еще больше их чувства. Также надо сказать, что вот это положение, оно не столько прям ревнивое какое-то, сколько очень собственническое. Людям с Венерой во Льве очень важно, как я сказала, чувствовать себя в центре, очень важным и нужным, и важно понимать, что я единственный, я единственное солнце в твоей жизни, которое тебе светит и дает тебе вот эту силу жизни, и что нет никаких других ролей, нет никакой другой конкуренции, потому что люди с Венерой во Льве не хотят делить своего партнера с кем-то еще. И это очень важное условие для того, чтобы они себя чувствовали очень комфортно в отношениях. Также отдельно, что касается мужчин с Венерой во Льве, поскольку Венера — это такая планета, которая в мужской карте, она немножко как бы опосредованно проявляется через отношения мужчины с женщинами, это тоже может много для нас как бы сказать о том, каких женщин выбирает мужчина, в кого он влюбляется, кто будоражит в нем чувства, а также как он выстраивает отношения с женщинами, как он видит их. Конечно, мужчины с Венерой во Льве любят женщин очень ярких таких, либо каких-то красивых, возможно, либо заметных, каких-то успешных, обеспеченных, либо статусных. У каждого, конечно, это по-разному проявляется. Возможно, это будет просто женщина там, невысокого какого-то статуса, но она очень харизматичная. Она такая какая-то, что-то демонстративное в ее поведении есть, есть в ней какая-то яркость, как-то она привлекает к себе внимание. А когда, допустим, она заходит в компанию, она сразу закручивает всех вокруг своей орбиты. Что-то вот такое яркое, львиное может быть в женщине, которую выбирает такой мужчина. Также иногда мужчины с такой Венерой склонны воспринимать женщин немножко как бы как трофей, который вот они завоевали, и вот они также демонстрируют другим людям: вот, это моя женщина, моя львица. И вот для них вот очень важно это ощущение, что я горжусь своей женщиной. Конечно, когда его, допустим, партнерша в чем-то преуспевает, чего-то добивается, достигает каких-то высот, для него это тоже очень как бы хороший повод гордиться вот своей женщиной. Такие мужчины могут влюбляться в женщин творческих, каких-то артистичных, либо просто очень эмоциональных и ярких, с которыми как-то не скучно, так скажем, может быть, в семейной жизни. И иногда, если у мужчины карта такая не выдает в нем ярко выраженного лидера, то такие мужчины, они могут выбирать женщин, то есть им нормально, когда женщина может занимать доминирующую такую позицию в отношениях. Иногда они даже немножко ее так подталкивают, женщину, к такой позиции, чтобы она вот была его королевой, а он
возможно, даже ее подданным. То есть здесь еще зависит от других положений в карте. Если, наоборот, карта человека, именно мужская карта, ярко выраженного лидера, то он может искать женщину, скорее львицу такую себе подстать, чтобы она, тем не менее, признавала в нем лидера, и это могут быть просто действительно очень такие яркие отношения, где они периодически будут как-то даже бессознательно бороться за лидирующую позицию. Но опять же, здесь сценарии разные в зависимости от совместимости и от других положений в натальной карте. И на этом у меня, пожалуй, все про Венеру во Льве. И как вы могли заметить, здесь не только все зависит только от Венеры, потому что все, что я говорила здесь, это чистое положение такое Венеры во Льве, каноничное. Но очень много еще также зависит от того, как там другие положения в натальной карте распределились, потому что это как раз-таки будет давать вот эту разницу между людьми с одним положением Венеры. Если вам интересна астрология, натальные карты, прогнозы, карма, то подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео.